السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسنًا، اليوم درسنا جديد. Сегодня у нас новый урок. И начнем мы с упражнений. Отвечаем на вопросы, вспоминаем слова. ما هذه؟ ما هذه؟ غرفة الجلوس. حسنًا، ما هذا؟ ما هذا؟ الحمام. ما هذه؟ غرفة النوم. ما هذا؟ المطبخ. المطبخ. حسنًا. هذا المهذب البائع أخي. Что-то здесь не так, что-то здесь неправильно. Посмотрите, еще раз прочитайте и прочтите правильно данное предложение. Поставьте слова на правильные места. Вспомните. طيب. Здесь вам нужно было бы вспомнить о том, что прилагательное, оно идет после непосредственного существительного, о котором идет речь. Да? В данном случае это у нас слово аль-ба'и. Итак, тот, кто поставил таким образом هذا البائع مهذب أخي. Это верно. Тот, кто поставил слова в таком порядке, он сделал верное решение. Он сделал абсолютно правильно. حسنًا بعد ذلك أنا مشتر وأريد أن أسأل عن سعر هذا الأثاث. Читаем и переводим на свой язык. طيب. Я переведу в данном случае на русский язык сейчас. أنا مشتر. Я покупатель. وأريد أن أسأل. Я хочу узнать, или же я хочу спросить о цене هذا الأساس этой мебели. طيب. Вспоминаем будущее время, переводим данное предложение. Он будет готовить. Он не будет готовить. Попробуйте сначала перевести, а потом мы поговорим об этом. حسنًا، حسنًا. Думаю, что кто-то уже перевел. Кому нужно больше времени, пожалуйста, останавливайте запись, попробуйте, обязательно попробуйте выполнить упражнение. Не идите дальше, да, попробуйте самостоятельно это сделать, а потом уже смотрите подсказки. Он будет готовить. Очень легко и просто, да. Добавляем са. Саятбаху. Саятбаху. Он будет готовить. Или же соуфа ятбуху. Он не будет готовить. Вот когда мы говорим "он не будет готовить", в отрицании, вот именно когда речь идет об отрицании в арабском языке, там в каждом времени своя форма. Отрицательная, да, частица, да, вернее, так скажем. Значит, в прошедшем времени с формулой фа'аля у нас будет ма, допустим, ма фа'аля- он не делал. В настоящем времени ля яф'алю- он не делает, он не будет делать. Здесь мне нет необходимости говорить "са" или "соуфа", потому что в будущем времени есть своя частица, да, отрицательная. Это "лян". Всё. То есть мне достаточно сказать "лян", и здесь уже понятно, что речь идет об отрицании будущего времени. "Лян ятбуха", "лян ятбуха". И помним, что на конце у нас фатха. "Лян ятбаха", "лян ятбаха". حسنًا. И идем дальше. Переводим.
Так, это большая Ага, все, листа у меня нету. Переводим. Как мы переведем? Это большая кухня. هذا кухня у нас будет مطبخ. Скажем: هذا المطبخ كبير. طيب. هذا مطبخ كبير. طيب. بعد ذلك عندنا تدريب جميل. Отличное упражнение с книги "العربية بين يديك". Данный лист, который вы сейчас видите, вы можете найти в телеграм-канале, или же я постараюсь присоединить к данному уроку непосредственно в YouTube. Хасана. Значит, что мы сейчас делаем? Сейчас вы слушаете внимательно. Я читаю, вы стараетесь слушать внимательно и понять, что здесь говорится. И, соответственно, далее мы будем отвечать на вопросы. Поэтому слушайте, отмечайте в тетрадке, да, какие-то моменты, которые необходимо запомнить, да, допустим, там количество комнат и так далее, то, что можно, ну, вообще забыть и так далее. Хасанан, слушаем внимательно. Потом в дальнейшем вы можете перечитать, да, если вы нашли какие-то сложности, обратить внимание на слова, которые были для вас трудными. Итак, слушаем. Я буду читать дважды. أحمد يسكن في شقة جميلة. الشقة في حي المطار. الشقة في الدور الثالث. في شقة 5 غرف. في غرفة النوم السرير. في غرفة الجلوس أريكة. في المطبخ الفرن. في الحمام مرآة. حسنًا. Второй раз. أحمد يسكن في شقة جميلة. شقة في حي المطار. شقة في الدور الثالث. في الشقة 5 غرف. في غرفة النوم سرير. في غرفة الجلوس أريكة. في المطبخ فرن. في الحمام مرآة. حسنًا. Переходим к вопросам. Значит, здесь вопрос. هل يسكن أحمد في الشقة؟ Отвечаем на вопрос. هيا نجيب على هذا السؤال. Отвечаем на этот вопрос. طيب. Верно, да? Это правильно. أحمد يسكن في الشقة. أحمد يسكن في الشقة. هل يسكن في حي المطار؟ طيب. نعم. هو يسكن في حي المطار. هل الشقة في الدور الخامس؟ هل الشقة في دور الخامس؟ Отвечаем. لا. لا. الشقة في دور ثالث. الشقة في الدور الثالث. حسنًا. كم غرفة في الشقة؟ كم غرفة في الشقة؟ حسنًا. Как вы скажете, в квартире 5 комнат. في شقتي 5 غرف. في شقة 5 غرف. حسنًا. أين الفرن؟ أين الفرن؟ Напоминаю, что это вопросы по тексту. أين الفرن?
نعم، الفرن في المطبخ. أين المرآة؟ المرآة في الحمام. أين السرير؟ السرير في غرفة النوم طبعًا. أين الأريكة؟ أين الأريكة؟ أها، وأريكة في غرفة الجلوس. حسنًا، ممتاز. طيب، بعد ذلك عندنا الحوار جديد. Дальше у нас с вами новый диалог. حسنًا، الحوار بين الطارق والطاهر. وطارق يقول: "متى تستيقظ؟" طاهر: "أستيقظ عند الفجر". حسنًا، ممتاز. Здесь мы с вами остановимся, потому что мы будем с вами разбирать непосредственно данный глагол. И сегодня на уроке мы начнем разбор, а на следующем уроке мы продолжим. Мата — это вопросительное, означает «когда». И дальше у нас глагол тестейкиду здесь в диалоге, да. Разберем этот глагол. Этот глагол имеет корень из 3 букв. Это ей, ков и ва. К ней добавилась данная приставка из букв алиф, син, та. Тот, кто изучает арабский язык, он знает, да, что таким образом у нас образуются новые глаголы. Я не буду сильно углубляться, просто так вкратце, да, как бы немножко упомяну. Итак, у нас с вами получилось истайкада — слово «просыпаться». Истайкада — просыпаться в прошедшем времени. Давайте с вами проспрягаем этот глагол и составим предложение. Обязательно этот глагол нам нужно будет выучить. На следующем уроке мы разберем его также в настоящем времени. Итак, вот у нас глагол истайкада. Как же вы скажете «я проснулась»? Вспомните, что мы добавляем, как мы образуем, как будет у нас спряжение для «ana» в прошедшем времени. «Ana استيقظت». «Ana استيقظت». Я проснулась, проснулся. Одинаково для мужчин и для женщин. Хасанан. Давайте с вами добавим к нему слово, да, чтобы получилось у нас предложение. استيقظت مبكرا. استيقظت مبكرا. Что означает слово мубаккиран? Мубаккиран означает рано. Мубаккиран. Мубаккиран. Допустим, أنت مبكرا. أنت مبكرا. Ты рано. أنت مبكرا. أنتِ اليوم مبكرا. أنتِ اليوم مبكرا. Ты сегодня рано. طيب. أنت. Каким будет спряжение для أنت? نعم. استيقظت. أنت استيقظت. هل استيقظت مبكرا؟ هل استيقظت مبكرا؟ Ты проснулся рано? أنتِ. أنتِ استيقظتِ. أنتِ استيقظتِ. Ты проснулась. استيقظتِ في الساعة السادسة. استيقظتِ في الساعة السادسة. Ты проснулась во сколько? نعم, в 6 часов. هو. Соответственно, هو у нас так и остается. استيقظ عند الفجر. استيقظ عند الفجر. Слово عند, пожалуй, оно не имеет конкретного, да, такого значения. То есть мы не можем назвать какое-то определенное время, да, во сколько он проснулся. Может быть, там, допустим, если фаджр у нас в 3 часа, это может быть даже в 2:59, это может быть в 3 часа, а может быть позже, да. Но мы понимаем, что это словно кто-то отметил, да, это время, что во время фаджра. استيقظ عند الفجر.
То есть он проснулся во время фаджра. Давайте так переведем. هي استيقظت. هي استيقظت. Она проснулась. Она проснулась. مثلا استيقظت في الغرفة. استيقظت في الغرفة. Она проснулась в комнате. Или же что-то другое, да. Например, кто-то проснулся, заснул, вернее, в машине, да. И мы говорим هو استيقظ في سيارة. Или же أنا استيقظت في سيارة. Чем больше мы будем составлять примеров, тем лучше это слово закрепится у нас в голове. Помните, что практика, она очень важна.